Сегодня мы должны определить судьбу планеты Земля. Нас ждет трудный выбор. Чтобы не пороть горячку, я позволю напомнить всем присутствующим ее историю. Человек создавался не только как венец природы, а как венец всей Вселенной. Ведь многие существа в космосе не могут иметь потомства. Но в нас тоже есть материнско-отцовские инстинкты. В чисто биологическом вопросе все было просто. Мы выбрали смышленых приматов, которые в то время уже прыгали по земле. В яйцеклетки самочек добавили наш бессмертный ген, и получился человек. Но когда он дорос до подросткового возраста, то погубил своих создателей и выгнал их из рая. Все мы знаем, что люди уничтожают всех, кто на них не похож. Они отказались от 99% видов во всей Вселенной. Мы перестали ее посещать, так как на Земле объявлена охота на инакомыслящих, иновыглядящих и вообще всех ино. Если мы появляемся на Земле, нас сдают на опыты и содержат, как морских свинок. Нас, носителей космической мудрости. Но и это можно было бы пережить, пока не появилось ядерное оружие. Его применение создает угрозу искривления времени и пространства. А так как на Земле не утихают войны, то использование этого оружия только вопрос времени. Мы понимаем, что рано или поздно они воспользуются новейшей игрушкой. И как поведет себя пространство и время в конкретной ситуации, мы не знаем. И если так пойдет дело, а оно туда и идет, люди объявят войну всему космосу. Судя по их фильмам, они уже отрабатывают удар. Есть серьезные основания считать, что холодная война между великими державами перерастет в войну с использованием новейшего стратегического оружия. Его постоянно рекламируют на земных каналах телевидения. И мы вынуждены признать, наше создание слегка неадекватно и сообщить о закрытии проекта «Земля». Кто за полное и решительное уничтожение Земли, как за рассадник злобы, эгоизма, хищничества, агрессии, непредсказуемых решений и срыва всех мирных договоренностей. Нет, так нельзя. Поймите меня, я был один из тех, кто первым вступил на территорию девственной земли и взял на руки первого рожденного человека. Дайте мне 72 часа, и я принесу вам доказательства того, что земляне смогут измениться или не смогут. Илон, ты рискуешь. Все агенты, которых мы посылали на Землю, пропадали без вести. Мы думаем, они погибли или попали в плен. Мы не можем так рисковать. А если... Никаких если. Даже если мы подписываем с землянам смертный приговор, мы должны посмотреть им прямо в глаза. Илон, ты помнишь? Ни в коем случае нельзя вмешиваться в эволюцию Земли. Я буду просто невидимым наблюдателем. И ни в коем, я повторяю, ни в коем случае не попадусь им на глаза. Никогда. Камеры неподкупного суда уже полетели к земле. Проще говоря, камеры слежения. Они установят наблюдение за случайными людьми. Я появлюсь на Земле всего через несколько секунд. А по какому признаку наше око выберет случайных людей? Космическое око, как шаровая молния. Оно летит туда, где много электричества. О, да. Эй, мы такие модные с тобой, такие красивые. Вообще красота. Вот мне так нравятся вообще пироны. Они такие всегда красивые. Они вот прям уходят всегда вдаль, вот в такую перспективу, что тебе кажется, что это перспектива твоей жизни. Вот как. Мы с тобой
должны стать самой знаменитой парочкой, понимаешь? Вот какие самые знаменитые парочки ты знаешь? Вот Бонни и Клайд, например. Мы, например. Да. Или Сальвадор Дали и Галла. Сколько было великих историй, о которых узнал мир. Вот о нашей тоже должны узнать. Вообще сейчас на Инстаграме очень хорошо можно заработать. Если мы с тобой классно продвинемся, станем прям суперизвестными, то тогда у нас получится зарабатывать очень много денег, ничего не делая. Но знаешь, я бы не хотела здесь остаться. Как-то здесь такой вот уныло. Знаете, вот уныло. Я не понимаю, как в таких местах вообще живут люди. Сюда? Это наша жизнь. Да. Мы получим от нее все, что мы хотим. А все, что мы хотим, что мы хотим? Сколько лайков ты хочешь? Я бы хотел, наверное, 9 миллионов лайков. Вау! Всего а за я хочу секунду. 15 миллионов. 1000 хэштегов, и чтобы вообще весь мир о нас знал. Что вот мы просыпаемся, и просто перед нами смотрим в окно, и перед нами баннер огромный с нашей фотографией. И все ходят, короче, и поклоняются ей. Не всем нам. Давай. Стоп. Русь, это же не наш поезд, это же наш поезд, Русь, там наши вещи. Что происходит? Эй, остановитесь! Чего? Что же будем делать? Да. Куда же мы пришли? Чем можно здесь вообще заняться? Два часа ночи. Здорово. Уже прошел час после того, как мы радостно побежали за поездом. Кстати, после того, как мы бежали за поездом, в надежде хоть как-то его остановить, к нам еще подошли менты и чуть не увезли за то, что мы бежали за поездом. Вот это как вообще? Они нормальные? Моя ситуация нравится мне сейчас все меньше и меньше. Вот, еще тут очень сильно пахнет собаками. Это ужасно. Еще много комаров. Вот. О, я вижу тут букросинг. Так. Ревнов. Халвы России. Вот такое многообещающее название. Новый роман Виктора Ревнова является продолжением книги О, «Холмы продолжение. России», изданной современником в 1973 году. Читатель вновь встретится с Дементием Елагиным, командиром Красной Армии, с врагами советской власти, Что? бывшими помещиками, братьями Лавягиными, их помощником Жилавиным. В конфликтах романа открываются своеобразные пласты народной жизни, воссозданные талантливым писателем. О, Не, Русь, прости, но такое я Господи. читать не буду. Леонид Леонов, «Барсуки». Первый роман выдающегося советского писателя Леонида Леонова. Что? Советского? Тань, куда мы попали? Что это за время? Какой год? Тут у них есть что-нибудь, кроме социалистической литературы? Жизнь потеряла всякий смысл для нас. Мы не знаем, что нам делать дальше. Здесь нет интернета. Мы не знаем, куда мы попали. Жизнь в этом месте как будто бы остановилась. Одни советские книги про советский строй и жизнь людей. Как это ужасно и странно. Это очень странное место. Мы хотим поскорее отсюда выбраться. Аня наконец-то уснула. Не хочу ее будить и расстраивать. Но ситуация крайне неприятная. Не знаю, что будет дальше. Уже светает. Ночь так быстро проходит в этом месте. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Кто тут полз? Блин, утро, есть хочется. Холодно. Да, очень холодно. Все-таки утро на севере немножко другое, чем у нас. Да, это точно. Еще и люди какие-то, да, вот непонятные совершенно. Нет, другие Ага. просто сидят на месте. Все сложно. Все очень сложно. Что нам делать? Здрасте. А как вы вообще сюда попали?
Сюда попасть очень сложно, но и выбраться отсюда практически невозможно. Для вас есть единственный выход. Едьте на пристань и попробуйте попасть на корабль. Он довезет вас до острова чудес. Там любое желание сбывается. Вот все, что человек загадает, вот все так в жизни и получается. А иначе завязнете здесь, как я. Нечего здесь ловить. Надо выбираться. Не знаю. По-моему, она сумасшедшая. Корабль, Мне кажется, нам не надо ее остров. слушать. Та сумасшедшая тетка на вокзале оказалась права. Здесь и правда круто. Здесь аномальная жара. Здесь яркое палящее солнце. Здесь великолепное море, которое шумит своими волнами, разбиваясь о камни. Но единственное, есть один момент, в котором она была права. Корабли на большую землю отсюда и правда не часто уходят. Мама, привет! Остров просто творит чудеса. Легкий загар мне к лицу. А поезд увез мою косметичку. Оказывается, без косметики я тоже очень красивая. А еще я не смотрюсь в зеркало каждые 5 минут. И не знаю, как я выгляжу со стороны. Если так будет продолжаться, то Руся скоро перестанет поправлять свою прическу. И наступит конец света. А еще здесь в воздухе много йода. Так что я чувствую себя водорослью. Эй, ребят, всем привет. Пришло время рассказать вам всю правду. Всю правду о том, зачем мы здесь. Нет, подожди. Эй, ребят, всем привет. Я думаю, настал тот час, когда мне нужно рассказать о том, кто мы есть на самом деле. На протяжении всей моей жизни я был неудачником. Всю мою жизнь со мной происходило что-то очень странное. Например, в 3 года я засунула спицу в розетку. Вот у меня есть шрам. Подтверждение Вот это да. об этом происшествии. Однажды, когда я впервые в жизни вышла на сцену, чтобы выступить с красивой песней, у меня отключили микрофон. Все смотрели на меня, а я пела как будто рыбка на сцене. Я открывала рот, но никто не слышал, что происходит. И даже на фестивале джазовых танцев, где мы с Русланом хотели занять 1-е место, мы мало того, что не заняли никакого, так еще и не попали ни на одну из 2000 фотографий. Это как? Мы люди-невидимки? Мы настолько уродливы? Что с нами не так? И на том поезде мы с Русланом на самом деле ехали в Мурманск на другой фестиваль джазовых танцев, чтобы наконец доказать всем, что мы крутые, что мы можем танцевать, что мы чего-то достойны, что мы готовы бороться за 1-е место. Но вот видите, и даже сейчас нас настигла неудача, и поезд уехал. Поехали. Как мы очутились на этом острове? Мы попали в какой-то старый грязный вокзал. Еле-еле переночевали там, не знали, что делать. В общем, одна неудача. Но потом странная женщина подсказала нам, как добраться до этого острова. Эта дорога была, на удивление, простой. Мы нашли тот порт, смогли даже прокрасться на маленький, хотя очень быстрый корабль. Добрались сюда без проблем. Встретили здесь людей, которые приютили нас. Я думаю, это можно назвать каким-никаким успехом. Как сказала та странная женщина, это остров чудес. И я верю, что это правда остров чудес. Что здесь, наконец, все мои желания сбудутся. И моя жизнь, наконец, станет нормальной. Если этот остров и правда волшебный, мне очень хотелось бы, чтобы эта полоса удач и неудач продолжалась как можно больше в нашей жизни. Серьезно. Дорогая мама, у нас все хорошо. Судьба привела нас на чудесный остров, где мы день и ночь готовимся к танцевальному конкурсу. Ты же помнишь, это этап перед чемпионатом мира. Мы обязаны в нем победить. Мы тренируемся каждую свободную минуту, и времени до выступления очень мало. Здесь очень тепло и малолюдно. Идеальное место для репетиций. И я знаю, что мы точно станем первыми. Да сколько можно уже, а?
Что? Что я опять не так сделала? Что она опять не так сделала? Разбогатеем, будем счастливыми и серьезными. Мир наконец услышит про нас. Но чего же в этом плохого? Надеюсь, скоро наша жизнь изменится, и мы заживем нормально. Избавившись от клейма неудачников, станем звездами линди-хопа. Ну, или почти звездами. Чтобы было легче двигаться, мы танцуем на песке, воде, гальке. После моря и камней на танцполе будем порхать, как бабочки. Ну или почти как бабочки. Хотя бы не как медведи на арене цирка. В танцах важна легкость, полетность. Но стоит мне хоть немного взлететь, требовательный голос Руслана снова возвращает меня на землю. Ты все неправильно делаешь. Да сколько можно уже? Все время твоя рука вылетает из моей. Неужели так сложно быть просто напротив меня? Я тут, ты здесь. И твоя рука, смотри, как она должна быть. Вот, ты вращаешься. Сколько можно-то уже? Да в чем я опять не права? Все, достал меня уже. Давай решать проблемы по-мужски. По-мужски? Как только мы добрались до острова, мы сразу решили изменить свою жизнь к лучшему. Решили твердо и окончательно. Вот наши мечты и реальность. Мы мечтали каждый день вставать в 6 утра и делать зарядку по советам самых известных ЗОЖ-блогеров. Мы мечтали каждый день обливаться студеной водой и плавать в Белом море. А на деле... Мы мечтали каждый день бегать по острову, босиком, по острым камням, десятки километров в день. А на деле... Мы мечтали окунуться в нирвану, а на деле быстро находились дела поважнее. Ах ты! А ну иди сюда! Я почти познал цель! Опять ты портишь все планы! Я мечтала рисовать каждый день, делать эскизы и заниматься графикой. А на деле... Мы мечтали о романтике, чтобы как в кино, двое на необитаемом острове, ветер в лицо и песни о свободе. Ну, а на деле мы искали крабов в прибрежных камнях. И вот пришел день, когда наши процессоры зависли, и реальность победила ожидания. Мы больше не могли обманывать сами себя и плодить иллюзии. Осталась только одна наша версия. Это те, кем мы были на самом деле. Так, Тань, зажигают звезды. Русь, а почему ты хочешь стать знаменитым? Я хочу, чтобы мое имя прославилось на века. Чтобы в каком-нибудь учебнике по истории мое имя было написано большими буквами на целую страницу. Ну, знаешь, Гитлера тоже знает каждый, и он очень знаменит. Но чего же в этом хорошего? Ты знаешь, затрагивая историю, скажу так. Как говорила старуха Шипокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому разве можно сейчас выиграть в войне, победить какого-нибудь суперсильного человека или сделать что-нибудь хорошее и прославиться при этом? Я думаю, нет. Каким же образом ты хочешь прославиться? Но если честно, я пока не знаю, как бы я хотел это сделать. Но это будет круто. Знаешь, читала в одной умной книжке,
что в каждом из нас есть ложка звездной пыли. Ну, не знаю, в каждом или не в каждом, но во мне она точно есть. Я не думаю, что каждый может стать звездой. Мне кажется, звездами становятся только избранные. И я верю в то, что я еще стану знаменитой, успешной звездой. Ой, дым какой! Ужас! Поаккуратнее можно, пожалуйста? Звезда. Уж больно сильно светишь, не видно ничего. А на что ты готов пойти ради славы? О, мне кажется, я бы мог пойти на все. Знаешь, жизнь можно прожить как моль в шкафу, а можно двигать историю. Ведь именно люди, которые прославили себя и были двигателями этой истории, и я стану таким. И даже предатели? Ну, ты знаешь, мне кажется, что жизнь – это игра. Неважно, какой тебе достанется билет. Здесь самое главное – выиграть. Ты должен быть самым крутым. Ты должен быть самым известным для того, чтобы все люди знали тебя, боялись, уважали. Для этого можно даже быть бесчестным человеком. Я пойду на все, чтобы прославиться. Чего бы мне это ни стоило. Ого, какой ты на самом деле страшный человек. А с виду пушистый, как котенок. Ты знаешь, слава была придумана именно для таких людей, а не для каких-то там слабаков. Ну что, может, селфи? А знаешь, давай. Остров – это свобода. Нас научили играть как в жизни и жить как в кино. А на острове об этом совершенно никто не знает. Здесь за тобой точно никто не следит. Это в больших городах на каждом столбе висит по 3 камеры, а ФБР собирают биометрические данные. Даже с любимым компом нет уверенности, что за тобой не следят. Ведь каким-то образом смешные ролики попадают в сеть. Иногда мне кажется, что интернет придумали инопланетяне, чтобы законно наблюдать за людьми. А мы сами выбрали такой путь. Жить для камеры, на камеру, все ради камеры. А здесь так спокойно, весело и хорошо. Но только иногда, совсем иногда, я все равно чувствую на себе чей-то очень пристальный взгляд. Мы очень хотим победить на конкурсе танцев и тренируемся каждую свободную минуту. До тех пор, пока не начинает двоиться в глазах. Единственное, что мне мешает полностью раствориться в этом острове, это голос Руслана, который выводит меня из себя и возвращает с небес на землю. Своим занудством он мешает мне танцевать, доводит меня до бешенства. Ты все делаешь не так. Да куда ты собрался? Сколько можно, а? Куда ты Куда? идешь? Мы же Где вперед связку должны не идти. доделали? Давай еще раз пробовать. Куда ты опять закрутилась? Куда ты захотела, а? Если я закрутилась, у нас Ты же должна была подразумевалось, быть что тут, там дать мне руку. импровизация. Зачем ты начала кружиться? Ты должна была пойти дальше со мной. В смысле? Мы же договорились, что я здесь кружусь. Мы же только что договаривались после этого кружиться. О чем? Я тогда понимаю, что я так больше не могу. И решить вопрос поможет только дуэль. Иногда мне кажется, что мы навсегда останемся неудачниками. Что всегда и везде я буду слышать, что все плохо, все пропало, все не так. Наверное, мы не созданы для джазовых танцев. Может быть, нам следовало бы продвинуться в других жанрах. Мы же любим танцевать. Почему бы и нет? Например, восточные танцы.
Таня, кто сказал тебе, что ты вообще умеешь танцевать? Ты все неправильно делаешь. Таня, так нельзя делать. Танец аниматоров. Таня, еще раз сделай это движение правильно. Или безумных гномиков. Таня, ты все делаешь неправильно. Или просто отвязно плясать рок-н-ролл. Так запрещено. Или что насчет свободного стиля? Таня, танцы это правильные движения, а не то, что ты тут танцуешь. Мы же классные в образе детей-шпионов. Но даже к образу детей-шпионов у Руслана есть вопросы. Таня, так нельзя делать. Так запрещено. Руся обязательно оседлает своего коня и скажет: Таня, ты все делаешь не так. Русь, ну сколько можно колотить? Я медитирую. Не мешай, я сливаюсь со вселенной, а твой стук выводит меня из себя. Знаешь ли, посмотрим на тебя, когда трава закончится. Как ты запоешь? Я вообще не знала, что ты в руках топор умеешь держать. Но держать, видимо, умеешь, а работать им нет. Ты многого еще обо мне не знаешь. Какая удача. Русь, ну зачем ты опять налил термос и не закрыл его? Теперь весь рюкзак замок из-за тебя. Как будто бы ты никогда не косячишь. Знаешь, Русь, а я про тебя песню сочинила. Какую? Может, исполнишь? Да, сейчас. Слушай. Человек-косяк, человек-косяк, накосячит так, что не сможет враг. Человек-косяк, человек-косяк, и помочь ему нельзя никак. Добрый вечер. Это, извините, не вы шляпу потеряли? Ой, спасибо вам огромное. Садитесь, может быть. Знаете, мне очень знакомо ваше лицо. А мы где-то встречались? Как говорят на острове, если встретились двое, значит, так хочет Бог. Так что здесь людей не очень много. Возможно, вы меня видели. Нет, я вспомнил, где я вас видел. И где же вы меня видели? Там, на вокзале. Вы сидели и сказали нам про этот остров. Точно, я помню вас. Ой, точно. Вы же нас еще сюда тогда отправили. Ой, знаете, спасибо вам огромное. Остров и правда чудесный. Вы не ошиблись. Вы еще не поняли? Это аномальный остров. Но это мы уже поняли. Тут мы приехали, тут жара была плюс 30. Мы же вроде на севере, а тут вот плюс 30. Прям так хорошо было, даже загорели. Здесь или аномальная жара, или аномальный холод. Он живет по своим законам. Он сам призывает к себе людей и сам принимает решение, кого отпустить, а кого оставить здесь навсегда. Ой, как интересно. Расскажите побольше нам об этом, пожалуйста. Говорят, чтобы вырваться отсюда, нужно пройти испытание. Но никто не знает, какое испытание, когда оно начнется и чем оно закончится. В чем конкретно заключается эта миссия? Или все эти чудеса? О чем все это? Даже камни. Что может с ними случиться? Они огромные, но они за ночь перелетают, они меняются местами. Они становятся то прозрачными, то мягкими, то пульсируют. Оттуда слышны то голоса, то какая-то возня оттуда доносится. И никто не знает, как к этим камням относиться. Я как будто бы что-то чувствую в своей голове. Странная пульсация и все такое.
Нет, мне кажется, вы говорите неправду. Русь, мне кажется, у нее шизофрения. По всем признакам. Голоса, видение. Отвечаю, она сумасшедшая. Ну, а вы ничего не видели, не слышали? Ой, а знаете, у нас все просто. Вот мы просто здесь гуляем, сидим, да, Тань? Знаете, мне как-то не свойственно слышать голоса. Спасибо вам большое, ребят. Посидела я с вами хорошо. Ну, пожалуй, я пошла. До свидания. Удачи вам. Удачи вам в ваших поисках и вибрациях камней, космоса. До свидания. Ну, если будет что-нибудь странное, обращайтесь. Хорошо. Обязательно. Всего хорошего. Да. Вы тоже обращайтесь. Наивные дети. Они еще не знают, что ждет их впереди. Но даже если был сложный день, если все пошло не так, Таня, сколько можно повторять? Ты все делаешь не так. мне хочется петь, танцевать, влюбляться. Таня, над нами будут все смеяться. Я даже рассмотрела в Руслане пару положительных черт. Надо сделать так, как я сказал. Это правильно. И он стал мне нравиться. По-настоящему. Таня, кто так жестоко пошутил, сказав тебе, что ты умеешь танцевать? Раньше я только думала, что влюблена. И боялась остаться одна. Боялась, что меня больше никто не поймет и не разглядит. Таня, мы не можем даже о последнем месте мечтать. А сейчас я вижу, что мы родственные души. Таня, ты можешь двигаться четко в такт. Что мы очень похожи, хотя мы разные. Слушай, тебя даже невозможно о чем-то попросить. Ты не стараешься. Мы идеально дополняем друг друга. Таня, ты опять все забыла, все, что я тебе говорил. И читаем мысли. И созданы друг для друга. Таня, мне стыдно за тебя даже перед самим собой. И даже несмотря на то, что он постоянно твердит: Таня, ты все делаешь не так. Таня, записываем привет маме. Хей, мам, привет! У нас все отлично, остров прекрасный. Пьем, едим, ни на что не жалуемся, тепло одеваемся. Ну, все как обычно. Хотя... Так, Русь, пока останови съемку. Слушай, эта тетка меня вчера как-то поднапугала. То есть у меня слова ее до сих пор в ушах звенят. То в правом, Деньги и документы вам больше не понадобятся. то в левом, Вы еще не поняли? Это аномальный остров. то сразу в обоих. Чтобы вырваться отсюда, нужно пройти испытание. Слушай, не знаешь, как от этого избавиться? А то мне уже кошмары по ночам стали сниться. Тань, да фигня все это. Если смотреть на таких людей, можно и самому стать таким же. Понимаешь, да? Да и вообще, чего на них внимание свое обращать? Лучше бы внимание обратила на фестиваль. Он через 2 дня, между прочим. Нам нужно скорее пойти репетировать. Мы рождены быть звездами! Yes! Быть первыми! И побеждать. Мне нравится твой настрой. Ага, да. Дорогая мама, наконец наше приключение на острове подходит к концу. Это наша последняя генеральная репетиция, где мы оттачиваем все детали нашего номера. Наконец мы с Русланом перестали спорить и стали наслаждаться. Наверное, это и есть настоящая свобода. Остров дал нам все, что мог, и даже больше. И нам пора отсюда уезжать. Кстати, то, что отсюда не уходят корабли, это местная пугалка для туристов. Они ходят между штормами, но сейчас море спокойное. Нам ничего не может помешать. Спасибо за денежный перевод, мы все получили. Уже купили билеты на поезд и рассчитали наш маршрут по минутам. Уже через 3 часа мы сядем на катер и навсегда уедем с этого острова. Поздно вечером сядем в поезд до Мурманска,
А послезавтра, в это самое время, будем лихо отплясывать на фестивале джазовых танцев. И в этот раз ничто не сможет свернуть нас с намеченного пути. Я тебе обещаю, я стану звездой. Таня, еще раз повторим это движение. Ну, Руслан, мы опоздаем. Катер через 2 часа. А нам еще на поезд собираться. И еще один раз. Все должно быть идеально. Я приветствую вас, земляне. Вас ожидает чертовски интересное знакомство со звездой космоса. Ты слышал? Кто это сказал? Это я сказал, я. Поверните. Слушай, Руся, пойдем отсюда, а? Да, пожалуй, пойдем, а то и правда опоздаем. Стойте, я умоляю, стойте. Только не бросайте меня здесь одного. Кто это говорит? Да, это же безлюдный пустынный берег. Вас вообще учили здороваться? Тьфу ты, неучи. Что такое? Что ты увидела? Посмотри туда. Куда? Посмотри. Это же самый настоящий, и это самый. Я снимаю. Давай, я тоже снимаю. Обалдеть, с ума сойти. Ты вообще видел его? Ты видел его? Он живой, представляешь? Обалдеть, да я не верю своим глазам. Это развод. Это не настоящее. Ой. Это же обычная кукла, смотри, Тань. Ой, какая милая, откуда она здесь? Первый этап знакомства, восхищение мной, моя презентация, можно сказать, успешно прошла. Мокрых штанов, надеюсь, не будет. Вот настоящий марсианин, сенсация! Скоро они спустятся на Землю, и мы знаем, что ты готовишь какой-то заговор. Мы знаем все. Которые, помнишь, которые хотят Землю уничтожить? Что, хотите Землю захватить? Вы хотите нас уничтожить? Человечеству конец, да? Человечеству конец? Что это? Вы хотите нас похитить и на опыты забрать, точно? Все-таки как противно работают средства массовой информации. Черный пиар какой-то он прилипчивый. Какая-то неприятная штука. Этот черный пиар. Вроде не обращаешь на него внимания, а потом на тебя все это вываливают. И смешно, и неудобно. Как будто описались при тебе. Скажи что-нибудь, станцуй там это. А извините, сдать анализы не нужно? Я снял, представляешь? Так, знакомиться будем? Или будем тратить драгоценное время на восхищение от встречи со мной? Говори, сюда смотри, вот сюда. Видишь? Здесь. Говори. Еще раз удивимся очевидному. Земляне – это единственный вид во Вселенной, который отвергают все, кто не похож на них. Здравствуйте. Вы ни капельки не изменились за последние 2 миллиона лет. А ты не будешь стрелять в нас лазером из глаз, а? Сейчас. И плюну ядом в упор. Что еще? Какие интересные вопросы могут задать земляне при первом контакте? Интересно, сколько лайков наберет это видео? Бездарные глупые дети. Я, между прочим, звезда вселенского масштаба. Мое имя знают на каждой планете. Моя фотография – самое распространенное изображение в каждом уголке космоса. Что это такое? Откуда ты взялся? Так, а теперь я рассказываю, откуда я взялся и какова ваша роль в моей судьбе. Говори, да, говори. Мы перемещаемся из пространства в пространство с помощью кротовых нор. Вам не понять, извините. Не хочу никого обидеть, но уровень интеллекта... в общем, разрыв грандиозный. Кротовая нора – это лифт сквозь черную дыру. Задаешь координаты и мгновенно попадаешь в нужное место. И этот проход работает 72 часа. Ты уходишь так же, как ты пришел. Это космический закон. Вы только представьте себе, что вход-выход в параллельное пространство с маленькое, булавочное ушко. И вот на этом ушке стояли 2 пары кроссовок. В последний момент мне пришлось изменить траекторию. Я потратил слишком много энергии, и дверь за мной захлопнулась навсегда. Я не могу вернуться обратно. И если я застряну здесь, то под угрозой окажется человечество, непосредственно сам человек, моя жизнь и даже жизнь всей Вселенной. И это сделали вы. Ну вот только не надо вешать на нас гибель всего человечества.
Хоть 2 миллиона лет, хоть 1000 лет, все те же выпученные глаза. Удивительная планета. Здесь ничего не меняется. Здесь время будто остановилось. Ну кто бы говорил о выпученных глазах? Вам из-за своих-то вот этих тарелок нас видно? Хоть Совсем запамятовал, понимаете, склероз. Я стал немного рассеян. Ведь я звезда со времен Большого Взрыва. Вы не поможете мне снять очки, чтобы, так сказать, посмотреть друг другу в глаза? Ты не убьешь нас? Может, это ловушка? Сожгу лазером. Аккуратно убери от него руки. Я сниму быстро. Это будет мой трофей. У Земли повысился индекс агрессивности. Только я могу предоставить доказательства разумности землян. Но я замурован в этом пространстве. Если я не вернусь, Земля будет уничтожена. У нас есть всего 72 часа, чтобы починить портал, который, кстати, испортили вы. Ну, я бы с этим поспорил. И что будет, если он заработает? Тогда я вернусь туда, где принимают решения о судьбе Земли. И, возможно, я успею все исправить. Ведь в каком-то роде я прародитель, несу ответственность, и я не могу так легко сдаться. Хватит болтать. Что нужно делать? Самая малость, совсем ничего. Так, небольшая приятная прогулка. И все же... Вы сломали портал перемещения между пространствами. И... И его надо построить заново. И... На Земле есть камни, которые принимают сигналы из космоса. Это даже не камни, а мини-радиостанции. Каждый из камней связан со своей планетой. И каждый день они собирают информацию о расположении звезд. Они пульсируют, и из них доносится музыка. Ну, конечно же, это же космические станции. Ах, так вот какие камни свели странную тетку с ума. Эти камни разговаривают. А как же? Они ведь передают информацию. Нужно найти все камни, которые не камни, снять с них актуальные данные расположения космических тел, и оба-на! С точностью до микросекунды я смогу выстроить кротовую нору, вернуться назад и успеть спасти Землю. А если мы не согласимся? В чисто техническом плане все произойдет быстро. На Землю просто упадет метеорит. Слушай, Тань, этот маленький человек меня просто... Скорее всего, это человек, какой-нибудь карлик. Ой. Прикалывается над всеми. А может быть, мы его скрутим, давай, заберем с собой и отвезем его на опыт и сдадим. Представь, точно, какая гениальная мысль. Мы просто сдадим его и получим деньги и славу. Точно, Тань, так и сделаем. Возьмем его, спрячем куда-нибудь, чтобы никто не увидел в поселке. Увезем и сдадим его. Так и сделаем. И прославимся на весь мир. Инопланетянин, сенсации. Да, может быть, попробуем, а? Просто, что он там говорит такое? Вообще не верю ни единому его слову. А мне показалось, что для пришельца он весьма симпатичный. Обычно их описывают как непонятных желейных осьминогов с 10 лапами. А этот вроде ничего, даже миленький. Серьезно, Тань? Это он сейчас такой миленький. Всего один? Нет, Тань, мне кажется, скоро он проведет 1000 таких же, как он, и они захватят нашу планету. И мне кажется, либо мы их, либо они нас, и другого исхода точно нет. Вдруг он говорит правду? Слушай, Тань, а как же наш фестиваль? Ты что, нам уже завтра нужно показать наш замечательный номер. Неужели мы зря столько репетировали? Ради вот этого вот, извините меня, я надеюсь, здесь не будет мокрых штанов. Русь, а вдруг, если правда, человечество погибнет? Эх, обидно будет, если мы из-за него пропустим наш звездный час. Так и останемся на всю жизнь в тени. Руся, так что мы будем делать? Ладно, Таня, я подумал, мы возьмемся за эту авантюру, но только ради тебя. Спасибо большое. Ты самый лучший. Ион, мы тут подумали и решили. Да, мы поможем тебе.
Но это ничего не значит. Так что нам там надо сделать? Помочь мне собрать все камни. Это не задание, а увеселительная прогулка с лучшим представителем Вселенной. Мы дружной вереницей идем за синей птицей. Мы дружной вереницей идем за синей птицей. Ох уж этот земной фольклор. Все, что нам нужно, находится здесь. Даже не надо покидать остров. Итак, мы юные крестоносцы, хранители Грааля и последней космической истины на Земле. Сверхразум тоже может ошибаться и признать это. Да, я немного промахнулся и попал на другой остров. Хоть мое положение трудно назвать достойным, ведь я позорно прячусь в рюкзаке от дождей и влажности, но я готов заполнить ваши белые дыры и лакуны новыми искрящимися брызгами знаний. Эх, как там сейчас на фестивале танцев? А мы могли бы сейчас танцевать. И, возможно, прорвались бы в финал. Интересно, какой там призовой фонд? Что на него можно купить? Интересно, а я нравлюсь Руслану понарошку или на самом деле? А что ему во мне может понравиться? Он так мило причесывается. И вообще он такой милый. Интересно, а у Ионы есть девушка? А как она выглядит? И однажды мне довелось встретиться лицом к лицу с самим собой. Космический корабль, которым я управлял, проходил петлю времени. У меня разболтался болт на рулевом управлении. Чтобы его затянуть, нужно как минимум 2 пары рук. Петля времени привела к тому, что время пошло вспять и вперед, и опять вспять. А я каждый день встречался с самим собой, со вчерашней или будущей версией. Не могу сказать, что это зрелище приносило какое-то удовольствие. Ведь себя сложно выдержать даже в единственном экземпляре. И пока мои копии и двойники лупили друг друга, рулевое управление оставалось сломанным. Ведь никому нет до него дела, пока идут разборки с самим собой. Задача была простейшая – убедить самого себя, материализоваться в скафандре, чтобы вдвоем с самим собой выйти в открытый космос и починить этот проклятый руль. Я благополучно долетел до цели благодаря уму и отваге, проявленным мною в облике 2 детей. Прям как вы. Но я предпочитаю даже мысленно не возвращаться к этим неприятным воспоминаниям. Человеку, который целую неделю ничего не делал, другого как только лупил самого себя, гордиться нечем. Ну и он, так не бывает. Да, но мне тоже никто не верит. Таковы все во Вселенной. Они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам. Но знаете, где-то там, в глубинах Вселенной, есть все ваши версии. Все, кем вы могли когда-то стать. И все, кем вы не стали. Вау, это же целая армия. Романтично. Не хотел бы я с ними встретиться. Но я стал после этой встречи еще прекраснее, чем был до нее. Ведь я увидел со стороны все свои несовершенства. Я понял, что больше всего в других нас бесят собственные недостатки. Да, пожалуй, ты прав. Люди – только отражение космических недостатков. А что случилось? Мы стали понимать друг друга мысленно? Ничего особенного. Просто я вас подключил к сети телепатов. Поверьте, так гораздо удобнее общаться. И теперь ты будешь слушать все мои мысли? Только те, которые ты громко думаешь. Ага, ну, это меняет дело. Подслушивать нельзя. За это можешь не беспокоиться.
Кстати, а что такое фестиваль танцев? По-моему, мы одни на этом острове, да? Да. Ты видел, как на нас косо смотрел капитан, когда высаживал нас? Да уж. Мы облазили уже полуострова, но так и не нашли камня, а времени остается все меньше и меньше. Но зато здесь настолько красиво, что все, что мне хочется, это просто громко-громко закричать: «Где мой дракон?» Камень, смотри! Вау, офигеть, даже я их не вижу. Что нам дальше делать? Я вижу, как камень сияет. Когда-то здесь властвовали волны огня. Миллиард лет изливался вулкан, создавая земную твердь. Здесь начиналась Земля. Здесь начиналась история человечества. И вот перед вами тот, кто первый вошел в этот огонь и извлек из него кусочек расплавленной лавы, превратив ее в твердь, и сделал из нее первый остров на Земле, на котором вы имеете честь находиться. Ну сколько можно болтать, Йон? Что, этот камень просто будет стоять и светиться здесь? Подведи меня к нему. Дай мне прикоснуться к первой марсианской святыне. Опа! Этот метеорит прилетел из космоса, и в нем находится маленькая космическая станция с Марса. Каждый день она мониторит состояние Земли и передает сведения на Марс. А нам передают марсианские программы, радио и телевидение. Жалко, что мало кто может оценить это марсианское искусство, культуру, песни. Но я старинный ценитель этого марсианского братства. Я вновь слышу эти популярные песни. Какая у них сегодня интересная танцевальная программа для щупальцев. Было бы время, я бы вас многому научил, ребята. Но, к сожалению, время — древний пережиток Земли. Имеет свойство заканчиваться в самое неподходящее время. Мне нужно взять, запеленговать необходимую информацию. Так, климат, расположение планет. Зафиксируйте меня и замрите, не дышите. Вперед за приключениями! Мы дружной вереницей идем за синей птицей. Я прошел маленькую перезагрузку, присоединился к новой операционной системе, так что все остальные камни мы соберем как грибы, выращенные на грядке. Эти камни будут просто светиться в темноте. Следуйте за мной. Со мной не пропадете, ребята. На этом острове когда-то были первые космодромы. Да-да, вы не удивляйтесь. Мы путешествовали по старинке. Космические ракеты бороздили галактическое пространство. Сейчас все по-другому. Кротовая нора позволяет путешествовать туда и обратно буквально за считанные секунды. Но сейчас мое спасение зависит только от вас, мои дорогие. И не хотелось бы сильно давить из спасения всего человечества. Но перед тем, как ставить на карту судьбу всего человечества, хотелось бы узнать его немного поближе. Вы могли бы меня немного просветить? Что вы любите, какие сказки, какие песни поете, какие танцы танцуете? И показать мне бесподобный внутренний мир человека. Человек-косяк, человек-косяк, накосячит так, что не сможет враг. Человек-косяк, человек-косяк, и помочь ему нельзя никак. Человек-косяк. Все про меня. Сколько еще впереди? Надо собрать камней, а я не знаю где, и ходить мне лень. Не знаю, куда идти,
Я просто бродяга космоса. Теперь я залетел и не знаю, как мне выйти, пока мне не помогут два оболтуса. Самые лучшие бродяги космоса. Ведь мы самые лучшие бродяги космоса. Ведь мы поймем друг друга всегда и везде. Ведь мы бродяги космоса. Сколько цивилизаций прошло и умерло. Сколько людей, от которых не осталось даже пепла, даже камня. А этот камень все стоит и стоит на перекрестке всех дорог, как маяк для космических путешественников. Дайте прикоснуться мне к святая святых, к этим пульсирующим звездным камням, которые когда-то упали с небес на землю. Дайте мне испытать всю мощь энергии этого портала. Я хочу наполниться сиянием вечности, сиянием звездной пыли. Вспомнить, как запускали первые андронные коллайдеры, как запускали первый интернет. Ох уж эти высокоразвитые цивилизации. О себе только и могут говорить. Ген эгоизма еще никто не отменял. О, нет. Задержки в пути. Земля в опасности. Но мы в черничной ловушке. Нет. О, этот танец мне нравится. Вы столькому меня научили. Теперь мне будет чем похвастаться на планете танцующих водорослей. Наконец эти хвостуны прикусят свой острый язычок. У нас не верят в инопланетян. Да брось ты! Сколько книг, фильмов, песен посвящено встрече с космическими друзьями. Люди что, придумывают эти сказки специально для себя? Наверное. Нет, они передают воспоминания наших предков о встрече с представителями высшей мудрости. В ваших краях их называют богами. Но только прилетали они сюда в космических шлемах. И они оставили здесь самое ценное – себя. То есть, они что, бессмертные, что ли? Да нет, на Земле все становятся смертными. Они оставили здесь своих детей. Только на Земле можно оставить свое потомство. Это фантастика. Вы что, в своем космосе там совсем с ума посходили? Мы потомки обезьян. И об этом знает каждый школьник. Потомки обезьяноподобных предков тоже присутствуют. Но правда нашла свое отражение в фольклоре, в песнях, в мифах. Например, наша старинная песня космопутешественников была весьма популярна у вас в 20 веке. Мы дети галактики, и самое главное... Йон, хватит умничать. Самое главное — стать звездой. Я сегодня звезда, нет круче меня. Все любят меня, имя мое звезда. Я гну понты на раз, посылаю на 3. После 3 встаю на дыбы, сегодня гну понты. Звезда, звезда. И я люблю, как любят меня. Мне в глаза все божья роса. Люблю пускать пыль в глаза. Имя мое звезда. И я сегодня звезда, нет круче меня. Все любят меня, имя мое звезда. Я гну понты на раз, посылаю на 3. После 3 встаю на дыбы, сегодня гну понты. Звезда, звезда. И я сегодня мечта. Красиво, как никогда. Все кричат мне: ура! Небо мое навсегда. И я сегодня звезда, нет круче меня. Все любят меня, имя мое звезда. Я гну понты на раз, посылаю на 3. После 3 встаю на дыбы, сегодня гну понты. Звезда, о, звезда. Я люблю говорить привет. Люблю посылать в интернет. Знаю на все ответ. Любимый ответ — нет. И я сегодня звезда, нет круче меня. Все любят меня, имя мое звезда. Эх, Иван. Вот мы же из-за тебя не попали туда, куда так сильно стремились. А точнее на фестиваль танцев, где хотели занять первое место. Теперь мы никогда не прославимся и не станем знаменитыми.
Фестиваль танцев – это очень даже любопытно. Ну, в качестве небольшой просьбы, дружеского одолжения, приятельского жеста, не могли бы вы мне показать этот танец? Ну что, Тань, танцуем ему, покажем класс. Давай. Дамы и господа, я прошу своих друзей исполнить свой танец специально для нас. Я член этнографической экспедиции, которая собирает уникальные ритмы народов Вселенной. Мои милые друзья, я прошу проявить к нам уважение и исполнить ваш блистательный, священный, ритуальный танец огня. Специально для меня. Я давно не был таким радостным и счастливым. Мы сидим под космическими кондиционерами, суперклимат-контролями. Мы дергаемся на специальных массажных подушках. Искусственный интеллект вошел во все сферы нашей жизни. Но так здорово побыть иногда первобытным. Эй, ребята, вы оживили меня? Реабилитировали чувства? И я чувствую себя в суперформе. Когда мы были молодыми, то есть как сейчас, мы мечтали о совершенном идеальном мире. И нас сразу создали совершенством. А это такая скукотища. За всю жизнь не сделать ни одной ошибки. Ну и так, мои милые животные, я надеюсь, вы сможете приобщиться к тайнам Вселенной. Ведь танец — единственный пропуск в союз любви на равных. Круто! Супер! Молодцы! Фантастично! Феерично! Обалденно! Кайф! Да уж, ну эти пришельцы, даже непонятно, как к ним относиться. Спасать их или спасаться самим? Ну как можно как-то относиться к тому, чего никогда раньше не встречал? Всю нашу жизнь нас воспитывали на том, что инопланетяне — это злые пришельцы, которые пришли поработить Землю, либо забрать наше тело на опыты. На самом деле инопланетяне — это довольно милый народец, который тоже хочет нам помочь и также интересуется нашей жизнью, и что космос безграничен. Благодаря Иону Тихому мои знания о космосе расширяются с каждой минуты, проведенной с ним. И я меняю свои впечатления обо всем. Руслан, а ты как стал относиться к Иону Тихому? Больше не хочешь сдать его на опыты? Как? Точно так же, как и относился. Просто на сей раз, ну, может быть, повезло встретить таких хороших людей, как мы. Да, он славный, малый, но все равно, откуда ни возьмись, появился в нашей жизни и нарушил планы. Даже не спрашивал у нас разрешения на это. Будем считать, что мы знакомы. Эх, Танюха, как у нас все хорошо идет, а? Почти уже собрали все камни. Прекрасно, скоро этот дурак отправится во свояси. Мы никогда его больше не увидим. Не называй его так, он вполне милый. А тебе не кажется странным, что у нас вот это вот все как будто квест в детском садике? Быстро нашли, все, скоро он улетит. И как-то это все слишком просто. Знаешь, Тань, у нас есть GPS, Wi-Fi, интернет. Мы можем найти любую фотографию, только лишь 2 раза тыкнув по экрану. Представь, какие у них там технологии. Да они маленький болтик, иголку найдут в открытом космосе и даже пальцем не пошевелят.
Ерунда. Эх, а я буду скучать по Иону Тихому. Ведь он такой миленький, такой хорошенький, с ним так весело и интересно. Он так смешно шутит. Мне никогда ни с кем не было так хорошо, как с ним. Как жалко, что он улетит скоро. Никогда и ни с кем тебе так не было хорошо? А с кем ты танцевать будешь? С Йоном? Ты можешь с ним делать все, что угодно. Оставайся с ним, иди к нему, я даже не буду вам мешать. А как же я? А как же столько времени мы с тобой потратили на то... И не хочу даже говорить об этом. Вот оставайся с ним. Вот иди и танцуй с ним, и ходи, спасайте мир. Всего вам хорошего. Муа! Дурак какой-то. Ничего не понимаю. Тоже мне нашелся, блин. Мачо. Здравствуйте, молодой человек. Я так и знала, что мы случайно встретимся на этом острове. Присаживайтесь. Я надеюсь, вы никуда не торопитесь? Я свободен. Странно, что такой интересный молодой человек гуляет в одиночестве на острове. Ведь вы такой симпатичный, такой умный, такой красивый, такой интеллектуальный и веселый. Приходите сегодня ко мне в гости. Я вам сделаю такое предложение, от которого вы не сможете отказаться. Сегодня вечером. Сегодня вечером. Ладно. И знаете что? Это будет наша маленькая тайна. Никому ни слова. Хорошо. Увидимся. Да, заходите. О, Руслан, как я рада, что ты пришел. Заходи, садись. Я только пришла с прогулки. И ты пришел вовремя. Спасибо. Что ты будешь? Чай, кофе? Если так, то чай. Сейчас я принесу тебе чай. Ты... Какой ноутбук. Очень дорогой Макинтош. Какая камера. Книги. Братство камня. Успешное покорение мира. Краткая история человечества. Оказывается, эта тетка не так уж проста на самом-то деле. Видимо, она не такая уж и сумасшедшая. Руслан? Да? Я люблю стаканы из поезда. Жизнь – это дорога, которую просто нужно преодолеть. А теперь пришло время поговорить. О чем мы собирались там говорить? Руслан, пришло время познакомиться поближе. Меня зовут Наталья. Я ученый, исследователь, писатель. Вот уже 10 лет я живу на этом острове и изучаю аномальные явления. И я прекрасно знаю, что сюда иногда приземляются те, кого люди называют пришельцами, инопланетянами. И я в курсе, что один очень симпатичный экземпляр находится в ваших руках. Отдай его мне. Он мой. Один маленький человечек может не просто изменить историю Земли, а сделать все для того, чтобы эта история закончилась. В твоих руках находится все будущее человечества. Ты представляешь, на какую вершину славы вознесут тебя люди? В какой славе и в каком богатстве они тебя искупают? Сколько денег упадет на твою голову? Но деньги – это такая ерунда
по сравнению с теми возможностями, которые можно на них купить. В твоих руках будущее человечества. Героями не рождаются, героями становятся. Ты избранный. Руслан, соглашайся. Покажи мне маленького человечка. Так будет лучше для всех. Какой маленький человечек? Руслан, не юли. Я видела вас вместе. Все, что мне нужно, познакомиться с ним поближе. И я знаю, что говорю. А что мне за это будет? Руслан, ты умный мальчик. За знакомство с твоим приятелем я заплачу сразу 1 миллион. Я очень богатая женщина. У меня есть собственный фонд. Спонсоры. Самые богатые люди мира ищут маленьких человечков. Ты представляешь, насколько они озолотят тебя? И вы уверены, вы прямо точно хотите его увидеть? Да, Руслан, я точно хочу это увидеть. Это дело всей моей жизни. И я за ценой не постою. Тогда, я думаю, мне нужно посоветоваться с моим другом, с моей Таней. Забудь о Тане. Она хорошая девочка, но она простушка. Ты птица другого полета. Ты избранный. Как только ты меня познакомишь с маленьким человечком, твоя судьба кардинально изменится. Ты сможешь познакомиться с любой звездой, с какой только пожелаешь. Значит, вы все-таки хотите на него посмотреть? Да. Больше всей моей жизни. Еще один последний вопрос. А почему вы отправили нас на остров? Я слишком долго живу на этом острове. И я знаю, что на серых и обыденных людей остров никак не реагирует. На вокзале вы были такие милые, непосредственные, живые, что мне показалось, что если вы попадете на остров, то инопланетяне постараются вступить с вами в контакт. Да, это была моя манипуляция. Но я надеюсь, ты меня за это простишь. Хорошо. Я доставлю вам его на пляже, подальше от людских глаз. Там, за далеким мысом. Наверняка вы знаете, где это. Отлично. На пляже. На закате солнца. Сегодня вечером на пляже. До свидания. Добрый вечер. Добрый вечер, Руслан. Ты принес мне то, о чем мы договаривались? Да, я приготовил то, о чем мы говорили. Ты очень умный мальчик. Я рада, что ты сделал правильный выбор. Я жду. Покажи мне его. Как можно быстрее. Быстрее. Жду. Да, вы увидите его через несколько секунд. Дамы и господа, не упустите! Сегодня единственный шанс попасть на супершоу кукольников Тани и Руслана. Театр марионеток, дискотека 80-х! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем ни к чему. Быстро прекратите, это что за балаган?
Что вы себе позволяете, Руслан? Наталья, это всего лишь кукла. Вы хотели его увидеть? Вот он. Он кукла, мы кукольники, и в этом нет ничего сверхъестественного. Знаете, то, о чем мы говорили, на самом деле это похоже на первый признак шизофрении. Голоса всякие, там, видения. Не волнуйтесь, это все сейчас лечится. Вам всего лишь нужно найти хорошего специалиста, и все будет хорошо. Покажите мне его. Вот, пожалуйста, это просто кукла. Возьмите, посмотрите. Смотрите сами. Вот он. Что вы с ним сделали? Почему он такой мертвый? Кукла не живая. Я точно знаю, это пришелец. Отдайте мне его. Зачем нам его вам отдавать? Мы же должны с чем-то репетировать и выступать в крайнем случае. Да и вообще, вы же взрослая женщина. Зачем вам играть с куклами? Знаете, Руслан, вы еще об этом пожалеете. Инопланетяне не боятся ничего, кроме гриппа. А я тут как раз на днях переболела. Не могу долечиться. Так что сейчас и проверим, пришелец это или кукла. И вы еще меня вспомните. Вот чокнутые. Господи, как классно мы ее обманули. Дай 5. Что, я так переволновался. Ты просто не представляешь. А я классно сыграл. Я классно сыграл свою роль. Я лучше всех. Я был самой бесчувственной куклой. Просто полено. Чурбан. Я даже мысленно молчал. Молодчинка, Ион, молодец. Дай 5. О. Кто молодец? Я молодец. Мы молодцы, Йон. Ну что ж, друзья, праздник праздником, а времени у нас уже немного осталось, чтобы найти оставшиеся камни. Пойдемте? В путь, друзья! В путь! В путь! В путь! В путь! Я сегодня звезда, нет круче меня, все любят меня, имя мое звезда. Я гну понты на раз, посылаю на 3, после 3 встаю на дыбы, сегодня гну понты. Звезда, звезда. Ой, что случилось? Мне холодно, мне жарко. Мне кажется, я... Помнишь? Надышала так, Йон! Я так хочу спать. Давай просыпайся. Я так устал. Куда нам идти? Йон, не засыпай, стой. Где я? Ты тут. Кто я? Как я сюда попал? Ох, Таня, ну и влипли же мы с тобой. Ион, просыпайся, хорошенький Иончик. Не умирай. Кто вы? Что это за чудовище? Что со мною? Я попал на растерзание к троллям? Я не сдамся. Я буду драться до последнего. Руслан, он что, нас не узнает? Да сейчас он нас узнает. Йон, просыпайся. О, Таня. О, ожил. Вот это да, какая удача. Ион, расскажи, что с тобой? Что ты чувствуешь? Таня, тебе придется искать камни в одиночестве. Я гнусный обманщик. Скажи, в чем же ты нас обманул? Ты не космический путешественник? Тебе не надо спасать Землю? Надо. В том-то и дело, что надо. Времени осталось очень мало. Проблема в том, что те камни, которые мы нашли, они не работают. Они очень древние. Нужно найти новые порталы, более современные. А как в них найти? Ведь их же так много. Я дам тебе один навигатор, космический. Ты сможешь по его данным узнать точное месторасположение камней. Камни там будут пульсировать на экране. Тебе надо просто их найти и сфотографировать. Я заново выстрою портал и улечу с Земли. Улечу. Обещаю. Если мы до завтрашнего полудня не соберем камни, и я не построю путь обратно, то моих сил не хватит для перемещения в космосе. Таня, ты поможешь мне?
Конечно, конечно, помогу, Ион. Сейчас переоденусь и сразу вот бегу. Уже бегу. Все, бегу. Давай, Ион, держись, не умирай. Я обязательно их найду. Йон, только живи. Ну, пожалуйста, ответь мне. Руслан, как давно мы не виделись. На Земле остались взлетные полосы первых космических кораблей. У вас их называют лабиринтами. Там с древних пор всегда есть немного космической энергии. Только в лабиринте я продержусь. Ты ведь знаешь, где находится лабиринт? Нужно спешить. Времени совсем не осталось. Ты тяжелый все-таки. Ой. Какой же он все-таки хрупкий. Казалось бы, страшный пришелец пришел к нам из космоса, а сам сейчас чуть ли не умирает от обычного гриппа. Слушай, Йон, у меня родилась такая мысль. Ты же знаешь, что сознаниями как будто бы можно обменяться. Ну, то есть я отдам тебе частичку своего иммунитета. То есть для нас грипп — это не такая уж страшная болезнь, как для тебя, например. Сможешь ли ты принять ее? Тогда ты точно справишься со своим недугом. Ну что, ты готов? Давай попробуем. Ты — это я, а я — это ты. Мы с тобой одно целое. Мы одной крови. Теперь ты чувствуешь то, что чувствую я. Ты обязательно справишься с этой болезнью. Прими мою энергию, не волнуйся. Все будет хорошо. Руслан, о, как я рад тебя видеть. Как долго я спал. Ух ты, подействовала, Йон! Ты излечился. Ну, не то чтобы излечился. Хвори меня не берут. Да, ты не изменился, кажется. И что у нас? Какие новости? У нас очень скверные новости, на самом деле. Я совсем забыл, куда нам идти. Я видел-то всего один раз это место. А Таня где? Ну как это где? Ты же ей сам сказал идти искать камни. То есть шанс, что она что-нибудь найдет? Руслан, я знаю, сейчас мое предложение прозвучит как бред. Но ты понимаешь, никто не поверит, когда я вернусь, что земляне такие хорошие, отзывчивые, творческие люди. И я скажу тебе страшную тайну. На самом деле в лабиринтах хватит энергии на двоих. Я тебе предлагаю уникальный шанс. Полетели со мной.
В рассвете сил, в ясном сознании, при полном параде, молодым и прекрасным, ты предстанешь перед Галактическим Советом Космоса. И тогда все смогут убедиться, какой ты замечательный. Если все увидят, какой ты красивый, веселый, они точно не будут уничтожать Землю. Да ты верно шутишь, Йон. Ты что, снова болеешь? Или у тебя с головой что-то не так после болезни? Знаешь, мне твое предложение вообще ни к чему. От всяких этих предложений ничего хорошего нет. То тетка, то ты туда же. Как будто бы в сговоре все. Ну уж нет. С меня хватит всего этого. Я останусь здесь, на земле, с Таней. Прям совсем нет ни капельки «да»? Йон, нет на земле, значит нет. Теперь пойдем. Ну, придумал ты, конечно, Йон, придумал. Руслан, ты чем-то опечален? Ты забыл, где портал? Ты же дал мне свою энергию. Я живу сейчас только благодаря тебе. В каком-то смысле я сейчас Руслан. Я могу помочь тебе вспомнить, где находится портал. Ведь мы с тобой одно целое. Ты это я это ты. Ты не против, если я покопаюсь у тебя в голове? В твоих воспоминаниях? В моих воспоминаниях? Ты будешь видеть их все? Не знаю, если честно. Но если только это спасет нас. Думаю, я готов к этому. Ну что, попробуем? Бинго! Вот оно! Лабиринт сгорит у тебя на душе, как перо жар птицы. Это совсем близко. Ты ничего не забыл. На земле ничто не проходит бесследно. Руслан, я хочу посвятить тебе величайшую тайну Земли. Остров, на котором мы находимся, первый остров на Земле. Мы его надули из морской пены, а потом он затвердел, как камень. Я лично дул изо всех сил. Хватит трепаться, Йон, пора спать. Завтра трудный день. Да какое трепаться? Надо знать свою настоящую историю. Вы что, на самом деле думаете, что произошли от обезьян? Какие наивные, глупые люди. У вас нет шерсти. Вы с трудом передвигаетесь на двух ногах. Женщины умирают при родах. Вы не переносите ни жару, ни холод. Вы дикое, самое неуклюжее и нелепое животное, которое только могли придумать. И при этом у вас есть мозг. Неужели вы думаете, что разум мог так запросто развиться в процессе эволюции? Неужели вы думаете, что вы обезьяны? Йон, ну да, у нас с обезьянами общие предки, а шимпанзе вообще родственники на 99%. Конечно же нет. На Землю прилетало множество экспедиций. Со всех концов космического пространства сюда везли семена, флору, фауну, творческие идеи.
И одна цивилизация космических астронавтов решила остаться здесь навсегда. Именно они создавали человека. Расскажи о них, пожалуйста. Это точно не обезьяны? Это точно не обезьяны. Твои предки бороздили космический океан. Их первая база была на севере. Именно они стали первыми учителями человечества. Их имя – Гипербореи. Было время, когда в Арктике цвели сады, пели дивные птицы, а люди поражали красотой, здоровьем и талантами. Лучшие космические корабли в Гиперборее, лучшие летчики в Гиперборее, лучшие врачи в Гиперборее, лучшие певцы оттуда же. Волхвы, гусляры, скоморохи, пророки, поэты. У всех людей гиперборейское, то есть космическое прошлое. Там не было места насилию, агрессии, эксплуатации. О жизни в Гиперборее остались скудные, но яркие воспоминания. Летает, как гипербореец. Там нет ни голода, ни жажды, ни усталости. Нет страха, холода или жары. Здесь каждый движется как хочет, живет по своей вольной воле. Домами для этих жителей являются рощи и леса. Жители этой земли – справедливейшие люди. Живут они дольше и счастливее, чем другие смертные. Постоянно наслаждаясь веселым досугом, они не знают ни войн, ни раздоров. Отовсюду там льются звуки, чарующие душу и слух. Здесь нет ни печали, ни старости, ни тревог, ни страданий. Здесь не живет человек жестокий, бесчувственный и беззаконный. В летописи Земли описания Гипербореи вошли как яркие описания рая. За Руси, к северу, живет племя гипербореев, которое так именуется от больших гор, называемых гиперборейскими. И это племя из-за живительного воздуха живет в лесах. Племя до такой степени долговечное, что они не думают о смерти. Племя тихое и миролюбивое, ведущее благонравнейший образ жизни, никому не причиняющее зла и не испытывающие беспокойства со стороны других. Напротив, другие сбегаются к ним, словно в приют. Там живут благоуханные белые мужи, удаленные от всякого зла, к чести, бесчестию равнодушные, дивные видом, крепки, будто алмазы их кости. В каждом из вас есть частичка звездной пыли. И что же случилось? Куда они делись? Я тебе не верю. Земляне, когда выросли, они выгнали своих создателей из рая, а кое-кого просто убили. В общем, так или иначе, этим космоплавателям пришлось улететь. Человек легко убивает всех, кто не похож на него. И вместо того, чтобы Земля стала центром содружества галактик, она превратилась в планету-изгой. Этого не может быть. Человек – результат эволюции, выживает сильнейший. С такими технологиями они бы от нас в 2 счета избавились. Они не могли убивать. Яркие описания гиперборейцев остались в культурах Мексики, Перу, Боливии. Они спасали людей после Великого потопа. Румяные, светлоокие, с длинными седыми бородами. Так аборигены майя, инков описывали героев прошлого. И особенный момент прощания. Они улетали на их глазах. Рассвет Гипербореи пришелся на время, когда Северный полюс укрывало своими крылами созвездие Лебедя. Крест Лебедя, с умирающей и воскресающей звездой, стал предтечей христианства. Их закон «Возлюби ближнего своего» гимном любви с древности до наших дней. В каждом из вас есть немного от гиперборейца. Если вы разбудите в себе этот ген,
то постигнете бессмертие. Вот какими были твои настоящие предки. А как ты это докажешь? Их отражения сохранились на каждом северном валуне, и Таня наверняка их уже увидела. Если не веришь мне, спроси завтра у нее. Спрошу. Если наступит это самое завтра. А пока пора спать. Да! Мы это сделали! Мы нашли его, Йон! Смотри! Лабиринт, вот он! Он же еще работает, правда? Да, работает еще несколько минут. Есть! Но только где же Таня? Я же позвонил ей, сказал, куда идти. Таня! Тань! Таня! 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 Где же ты? Руслан, ты знаешь, я редко это говорю, но ты мой самый лучший друг во всей вселенной. Так приятно в другом уголке бескрайнего космоса знать, что где-то живет и ждет тебя родственная душа. Я рад это слышать. Ты тоже мой хороший друг. Ну что ты, не передумал? Нет. Что ты, будем держать как-нибудь связь? Ребята! Как я рада, что вы здесь! Я ждала вас! Это ты, Тань? Да кто же еще это может быть? Я тут Точно. задремала, правда, немножко. Ваши голоса меня разбудили. Ой, как я рада, Ионушка, как ты себя чувствуешь? Я так волновалась, господи. Я нашла все камни. Все. Я думала, их никогда в жизни не найду. Вот, уже почти отчаялась, но все-таки долг спасения Вселенной превыше всего. Какая ты молодец, ты все нашла. Сейчас я построю портал. Ну все, осталось попрощаться, и я готов войти в лабиринт. Таня! Только Руслану ни слова. У меня есть к тебе предложение. Ты такая красивая, такая непосредственная, жизнерадостная. От тебя никогда не знаешь, что ждать в следующую секунду. Ты не думаешь, как ты выглядишь со стороны. Ты такая настоящая и так веришь в сказку. А у нас прям все такие. Прям не поверишь, все. И ты знаешь, полетели со мной. Ты не пожалеешь. У нас можно выбрать себе возраст, внешность, судьбу, личность, что угодно. Можно все. Жизнь – это игра. Но только нам нельзя умереть в этой игре по-настоящему. У нас есть вечная красота, вечная молодость. И самое главное, технологии дошли до того, что бессмертие реально. Ну что, полетели? Ион, да ты с ума сошел! Конечно нет, я на земле остаюсь. И точка. Но это же глупо. Вы здесь бесславно сражаетесь со временем, но оно вас все равно сожрет рано или поздно. А у нас его просто нет. Мы его отменили. Вы умрете от дряхлости и стресса. А у нас ты навсегда останешься такой девчонкой, с какой я познакомился вчера. Только эта девчонка проживет 1000 жизней и станет совершенством. Это же нелепо отказываться от таких возможностей. Да у нас 1000 таких Русланов. И шляпы такие же найдем. Не переживай, будет точная копия. Ну, Ион, ты понимаешь, что мне не нужна копия. Мне нужен мой Руслан. С ним весело. Лети один, а я останусь здесь. Земля — это мой дом. И как же Руслан без меня останется? Ты только подумай об этом. Я боюсь, что если я прилечу без одного, даже самого маленького, самого глупенького землянина, мне никто не поверит, насколько вы можете быть очаровательными и прекрасными. Ну, а ты расскажешь о нас, как ты умеешь, и тебе обязательно все поверят.
Мы же с Русланом тебе поверили. Мне кажется, я влюбился. Конечно, эти чувства свойственны только землянам. И в моей душе всегда будет биться импульс с этой планеты. Закройте глаза, я ухожу. Ты что здесь делаешь? Ты же улетел. Понимаете, есть одна небольшая проблема. Я же должен сделать презентацию, реферат, показать среднестатистическую жизнь хотя бы одного землянина, изучить, исследовать. А я же ничего толком так и не успел. Последняя просьба. Если можете, дайте, пожалуйста, свои мобильные телефоны. Ладно, держи. Правда, там столько фоток хороших, которые еще выложить надо. Ой, какие вы великодушные, какие благородные, какие вы чудесные, Таня и Руслан. Настало время прощаться. Но напоследок исполните еще одно мое маленькое желание. Я хочу в последний раз получить наслаждение от вашего прекрасного танца. И помните, вы дети космоса. Улетаю на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Ух ты, вот он исчез, и будто его и не было никогда. Слушай, может быть, мы с тобой уснули вместе в центре лабиринта, и это нам все приснилось? Не знаю. Мне кажется, время покажет. Мои милые галактические братья, только что закончилась моя командировка на планету Земля. Не буду скрывать своих слез. Я с трудом вырвался из земного притяжения и с еще большим трудом оторвался от земных объятий. Я приобрел на Земле настоящих друзей, которые помогли мне понять, что такое человек. Мы долгое время думали, что в человеке победил животный хищнический ген, что, несмотря на наше божественное вмешательство, человек остался приматом, опасным хищником, чьим видовым преимуществом является оружие и снятие запрета на убийство себе подобного. Слушай, Тань, а что делают потом с этими игрушками? Ой, я не знаю, наверное, с ними веселятся. Или отводят их в контактные зоопарки, чтобы дети с ними игрались. В своей оценке землян мы ориентировались на программы местного телевидения. Но общение, что называется, вживую, полностью перевернуло мои представления о землянах. К моему ужасу, на Земле врут. Но это относится только к средствам массовой информации. Они делают людей гораздо хуже, чем они есть на самом деле. Они показывают худшую копию человека. И люди верят этому кривому зеркалу, потому что они очень доверчивые. На самом деле, людей подло обманули их собственные правители. Они внушают людям, что те произошли от обезьян. Вот они и ведут себя как опасные приматы, пока
их космические гены спят мертвым сном. Но когда эти гены просыпаются, то на Земле рождается космическая музыка, космические образы и космические мечты. Людям запрещают смотреть в небо и мечтать. Им с детства внушают мысль, что рожденный ползать, летать не может. Но несмотря ни на что, люди – дети космоса. Я пришел с Земли с благой вестью. Наш эксперимент удался. Земляне – это наши дети, только еще очень-очень маленькие. Им еще многое предстоит пройти. Но самое главное, они способны на самопожертвование во имя любви. Мы знаем, что самая большая ценность во Вселенной – безусловная любовь. Ее нельзя купить или продать, но только она дает шанс к выживанию планет и цивилизаций. Любовь – то семя, которое мы бросили в почву пустынной земли, и оно проросло. С моими друзьями я провел жестокий эксперимент. Я каждому пообещал золотые горы в обмен на то, что они отправятся со мной в космическое путешествие и оставят своего товарища на Земле. И ни один из них не согласился. Я счастлив, что они достойно прошли испытания и выбрали любовь в обмен на бессмертие. Пока есть любовь на Земле, у этой планеты есть шанс. Пока еще есть. А теперь, как говорят на Земле, на пасашок, лучшая подборка цитат от наших земных друзей. Они с маленьких хотят быть похожими, хотят быть похожими, хотят не зря, не зря. Мы хотим кушать. Побежали скорее кушать. Где же кушать? Интересно, эту травку можно кушать? А еще я люблю тишину. Я просто обожаю тишину. Вот когда вот прям пришел в тишине, и ты вот прям молчишь в тишине, и прям так тихо вокруг, что прям думаешь, блин, как тихо вокруг. Вот это тишина, вот это я понимаю. Вы знаете, почему я не люблю мегаполисы? Потому что там вечно все шумят. Потому что ты проснулся в 4 ночи, и кто-то тебя под окном брум-брум, мазафака, брум-брум, у меня есть мотоцикл. Я не ставлю на него глушитель. То ли дело тишина. Вот когда сидишь и молчишь. Вот прям... Я обожаю перебивать людей. Я никогда не дослушиваю до конца их фразы. Потому что главное в разговоре это всегда я. Не важно, что я говорю, не важно, как я это говорю, но я обязательно перебью тебя и тебя. Я всех перебью. Я всех камнями перебью. Топором всех перебью. Всех, кто будет стоять у меня на пути. Вы знаете, как правильно избавляться от комаров? Надо просто ударить. Ты просто ударяешь. И комары больше не прилетят, потому что они умрут. Видимо, переход в кротовых норах дает некоторые осложнения на разум. Земляне – это агрессивные существа. Стоит ли эта цивилизация жизни одного комара? Прости, он. Но, видимо, ты находишься под воздействием встречи с юными планетянами. Ты не видишь, что их агрессия зашкаливает. Мы – сверхразум. Мы можем делать ошибки, признавать их и исправлять. Человечество должно исчезнуть. Нет, я прошу вас, это шутка, нелепая шутка. Эта шутка стоила комару жизни, а ведь это мог быть кто-то из наших. Это детская максималистичность, глупость, тупость, недоразвитость, детская непосредственность, что угодно. Это юмор. И он, юмор,
Давно ли юмор стал таким убийственным? Итак, голосуем. Кто за полное, безусловное и необратимое истребление человеческого вида с планеты Земля? Единогласно. Решение принято. Извините, я требую минуточку внимания. Я кое-что забыл, самое важное. Танец – язык вселенной. Только вы, гении танцев, можете оценить язык тела и понять, чего достойны дети Земли. Ведь на Земле есть закон. Хочешь поближе узнать другого человека? Станцуй с ним линди-хоп. Круто, фантастически, феерически, потрясающе, то, что надо. Круто, супер, молодцы, фантастично, феерично, класс! Кому понравился танец, ставим лайк. Каждый лайк даст шанс человечеству. И я обещаю, это будет мой проект. Я лично буду его курировать. Если вы ставите дизлайк, вы подпишете землянам приговор. И, это можно не упоминать, разобьете мое сердце. Ион, у тебя нет сердца. Это человеческое понятие. Ах да, я слишком долго был среди людей, что стал чувствовать боль в сердце. Итак, голосуем, друзья. Миллиард лайков! Таня, посмотри на небо. Все небо в звездах. 15 миллиардов лайков. Только представь, и все твои. Лайки. Я уже забыла про них. Знаешь, а мне больше не хочется быть звездой Инстаграма. Ведь самое главное — это нравится самой себе. Мнение окружающих. Зачем оно? И все-таки столько звезд. Я никогда столько звезд не видела. Что бы это значило? Понятия не имею. И все-таки, что бы это значило? Клево, круто, фантастически, феерически, потрясающе! Дорогая мама, давно я тебе не писала. Но тут было столько всего, что я даже не знаю, как об этом рассказать. Мы покидаем остров чудес. На фестиваль танцев мы так и не попали. Но я об этом не жалею. На этом острове я приобрела уверенность в себе и настоящих друзей. Мне приснилось, что в глубине меня живет маленькая вселенная, которую нужно ценить, любить и уважать. Ведь она очень хрупкая. И вообще, люди очень хрупкие. Непонятно, как им удалось выжить во время эволюции. Но пока мы танцуем, у нас есть шанс. Наша планета танцует в космосе, Солнце танцует в небе, а мы на Земле. И у каждого человека свой танец. Кто-то похож на вальс, кто-то на рок-н-ролл, ну а кто-то живет в стиле марш. Ну а мы становимся собой, пока танцуем линди-хоп. Мне кажется, здесь я стала взрослее и одновременно впала в детство.
Ты ни за что не поверишь, чем мы тут занимались. И знаешь что? Мне больше не хочется становиться звездой. Только иногда, совсем иногда, мне кажется, что ей я уже стала. Небеса, о небеса, царство доброго Отца. Небеса, о небеса, царство вечного Отца. Море мировых блаженств, лона солнечных божеств. Море мировых блаженств, лона солнечных божеств. Небеса, о небеса, царство доброго Отца. Небеса, о небеса, царство вечного Отца. Девство горний аромат в замках добрых бодхисаттв. Девство горний аромат в замках добрых бодхисаттв. Небеса, о небеса, царство доброго Отца. Небеса, о небеса, царство вечного Отца.